что сохранил свой первоначальный облик. Именно такие были мосты через реку в 19 веке. Он, конечно же, был реконструирован из чугунного стал стальным, но его внешний вид был полностью сменен. Мост находился на Гороховой улице, которая является одним из лучей, отходящих от Адмиралтейства, и первоначально имела название Средней перспективы. Невский проспект назывался Большой перспективой, Вознесенский проспект – Малый. Нынешнее название улица получила в середине XVIII века, когда купец Гаррах построил на ней каменный дом и открыл лавку. В народе неизвестную фамилию переиначили в Горох. Так улица получила свое название, и никакого Гороха на ней не осталось. Хорошо видно светло-зеленый шпиль торгового дома Эсдерс Лексхеймс, выходящего окнами над набережной Балкимой, рядом с Красной Москвой. Сложные и ласковые фамилии имена предпринимателей и партнеров, владевших этим домом. Здесь продавали готовую мужскую и женскую одежду. Вы можете увидеть названия отделов, выписанные золотом на французском и русском языках. В первые годы строительства Петербурга по левую руку от нас была морская слобода. Здесь, в шалашах и деревянных избах, ведь камня на всех не хватало, недалеко от Адмиралтейства жили его служащие, а также моряки разных званий и работники верфи. В слободе был организован морской рынок. Там продавали еду, дрова и сено. Жильцы попадали домой в том числе на лодках по мойке. Во время пожаров в 30-х годах XVIII века слобода полностью выгорела и была перенесена в другое место. А здесь купцы начали строить новые каменные дома. Справа вдоль мойки тянется высокая ограда с входом-аркой посередине. За ней находится педагогический университет имени Герцена. Это бывший дворец Кирилла Разумовского, фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Владелец устраивал там роскошные балы и маскарады. Позже, по указу Павла I, дом был передан воспитательному дому. Там жили сироты-подкидыши, инвалиды. Символом приюта был пеликан. Его изображение можно увидеть в верхней части арки, над входом. Справа у моста мы видим роскошный дворец розового цвета. Он принадлежал богатой и знатной семье Строгановых. Они были близки императорской фамилии, и поэтому их дом строил придворный архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. Это единственный сохранившийся частный дом его авторства. Растрелли оформил два главных фасада дворца по Мойке и Невскому проспекту в итальянском стиле. Обратите внимание на колонны и медальоны под окнами второго этажа. Внутри, несмотря на перестройки и пожар, сохранился роскошный бальный зал авторства Растрелли. В этой части города Мойку пересекает Невский проспект. Мост, по которому он проходит, еще 3 века назад был назван «зеленым» за цвет перьев. Раньше он был деревянным, но в самом начале 19 века здесь построили первый в Петербурге чугунный мост. Его проект был определен как типа для переправ через реку. Сразу за зеленым мостом слева вы видите дом купца Катонова, желтого цвета. В первой половине 19 века здесь помещалась кондитерская Вольфа и Эрнши. О ней газетчики писали как о храме лакомства и мотовства. В первые 30 лет существования города берега этой части Мойки уже были заселены. Большинство домов были построены из дерева и располагались близко друг к другу при многоуровневой хаотичной застройке. В 30-х годах XVIII века здесь произошли два сильных